Приветствую вас, друзья! На ваших экранах очередной выпуск новостей про грядущую 17-ю альфу игры Seven Days to Die на канале Survagor. Joel не выпускает новое видео уже больше месяца. Другие разработчики стали реже появляться на форуме и выдавать какие-то подробности о том, как идет разработка. И именно поэтому данный выпуск выходит с такой задержкой. Меня по-прежнему зовут Руслан, и в этом выпуске вы узнаете немного про старый и новый режим Орды, немного про новый искусственный интеллект зомби, немного про бандитов, о том, кто из разработчиков чем занят в данный момент и другое. Видео на канале выходят нерегулярно, а потому, вы сами знаете, что делать. Поехали! Joel хоть и не выпускает видео, но время от времени публикует в Твиттере скриншоты результатов своей работы. Всего с момента публикации последнего видео Joel опубликовал 3 поста. Самый ранний пост содержит скриншоты обновленного городка Перриштон. Тут мы видим одну из улиц торгового района городка Перриштон, по краям которой расположены различные уже знакомые нам магазинчики инструментов, книжные лавки, и в центре скриншота красуется странное полуразрушенное здание с 2 унитазами на вывеске и надписью, гласящей нечто вроде «Туалеты идут». Ну и маркетологи были у этого заведения. Если внимательно посмотреть на надпись на вывеске, то можно заметить, что в ней используются цифры и другие знаки препинания. Потому мне кажется, что подобной вывески в игре мы не встретим, и сделано это было исключительно для того, чтобы показать, что в список знаков были добавлены цифры, тире, точки и прочее. Также обратите внимание на то, что тут уже есть некое подобие парковки для авто. И еще тут можно рассмотреть попытку сделать бордюры, отделяющие проезжую часть от пешеходной дорожки. В следующем посте нам был показан домик в горах и ведущую к нему горную тропинку, которую Joel назвал «петляющей в горах». Ничего петляющего в этой тропинке я не нашел. Но раз Joel сказал, что это дорожка петляющая, значит она петляющая. В посте с этим скриншотом был текст следующего содержания. Новые инструменты позволяют нам делать извилистые дороги к зданиям в горах, и это просто симпатично. Исследование в 17-й альфе будет удивительным. Скорее всего, эти инструменты просто позволяют разработчикам вручную создавать эти горные тропинки, и в рандомном мире такого нам встретить не удастся. И самый свежий пост в Твиттере, который разместил Joel, содержит 3 новых скриншота, на которых нам были продемонстрированы новые просто громаднейшие сосны и ели. Надпись в посте гласит нечто вроде «Джастин создал новые деревья для леса, и они выглядят потрясающе. Я чувствую себя настолько крошечным в этом мире, эти деревья намного больше, чем старые». Новые деревья, как по мне, выглядят действительно потрясающе. Также хочу очередной раз обратить ваше внимание на то, на каком расстоянии прорисовываются деревья на скриншоте. Про дальнюю прорисовку деревьев я рассказывал в одном из прошлых обзоров видео от Джоэла, в котором он нам показал гирокоптер. Тогда мы только мельком смогли это увидеть, так как гирокоптер по большей части Joel нам специально показывал в сгоревшем биоме, видимо, чтобы случайно не показать чего лишнего. На этих же скриншотах теперь это можно рассмотреть во всей красе, так что наслаждайтесь видом. Это все, что касается твиттера Joel. Теперь плавно переходим к тому, что нового произошло на официальном форуме игры. Камеры наблюдения. Сейчас в игре у нас доступны камеры наблюдения, которые работают исключительно как датчики движения и идентификации свой-чужой. И в зависимости от результатов идентификации и настроек замыкают или размыкают цепь. Но это не все, на что способны эти видеокамеры. Роланд сообщил на форуме о том, что эти камеры можно будет подключить к телевизору или монитору, и на экране будет отображаться то, что видит камера. Этот функционал вроде как уже есть в игре, но эта возможность отключена, пока ее не доработают до полностью рабочего состояния. Будет ли это уже в 17-й альфе или это будет доработано позже, неизвестно. Внутриигровой чат. В 17-й альфе внутриигровой чат будет разделен на группы. В чате появятся разделы с сообщениями друзей, людей, находящихся в группе, и также останется глобальный чат. Сделано это было так, как на форуме многие люди жаловались на то, что у них зачастую нет возможности общаться с помощью микрофона. К примеру, многие люди играют ночью или в момент игры рядом с ними кто-то громко смотрит телевизор. Всякие бывают ситуации, потому чат для таких людей является единственным способом общения в игре. И подобных жалоб, видимо, было настолько много, что разработчики решили отложить некоторые приоритетные задачи и реализовать эту маленькую функцию. А вы говорите, что разработчики не прислушиваются к сообществу. Как видите, это не совсем так. Режим Орды вернется в Seven Days to Die. Если помните, в прошлых версиях игры был такой режим, как режим Орды. В этом режиме карта мира была ограничена несколькими сотнями метров. Сутки составляли всего 15 или 30 минут, и каждую ночь приходила Орда.
В течение дня нам нужно было успеть собрать ресурсы и боеприпасы, чтобы ночью достойно встретить очередную орду. Насколько я помню, каждое утро на карте появлялись ящики со строительными материалами, боеприпасами, аптечками и прочим. Чтобы выжить, мы должны были до наступления ночи оперативно это все собрать, отстроить минимальную базу или успеть отремонтировать ту, что пострадала прошлой ночью, и так до бесконечности. С каждой ночью сложность выживания повышалась, и смысл этого режима заключался в том, чтобы пережить как можно больше орд. Этот режим по каким-то причинам был убран из игры, но не был забыт разработчиками, и в одном из следующих обновлений этот режим обязательно появится в игре. В отличие от режима Dead is Dead, что значит мертв, который появится уже в 17-й альфе, возвращение режима Орды придется подождать чуть дольше. Поведение зомби. В прошлом выпуске я рассказывал о том, как зомби будут определять, какие блоки им стоило бы рушить в первую очередь, а какие оставить на потом. Публикация этой информации на форуме вызвала бурное обсуждение. Да и под прошлым моим видео также было много комментариев, в которых вы писали, что при такой логике зомби окажутся слишком умными для тех, кем они являются на самом деле. Роланд написал, что раскрывать логику поведения зомби не стоило, и я с ним полностью согласен. Вполне разумным было бы сохранить логику поведения зомби и других врагов в полном секрете и дать игрокам возможность постепенно изучать поведение врагов, чтобы потом на основании полученных знаний строить убежища и планировать оборону. Если бы ГААС продолжил публиковать секреты поведения зомби, тем самым он просто-напросто лишил бы нас удовольствия изучать поведение зомби в 17-й альфе. То, что раскрыл на форуме Fatal, это оказалось всего лишь часть новой логики поведения зомби, так сказать, всего лишь одна из моделей поведения, и только для тех зомби, которые по воле случая оказались рядом с дверью вашей базы. При атаке вашей базы, в частности во время Кровавой Луны, разные зомби в зависимости от множества условий будут получать разные модели поведения, среди которых будут те, что нацелены на дверные проемы и их окружение, другие могут быть нацелены на наиболее нагруженные блоки базы, такие как ножки всем известной конструкции табуретка, третьи будут нацелены на ящики и сундуки с лутом или крафт-станции и так далее и тому подобное. Одним из условий выбора модели поведения будет невозможность достать игрока в данный конкретный момент времени. И в этом случае зомби в ярости будут бить окружающие блоки, вместо того, чтобы просто бегать по окружности с центром в том месте, над которым в данный момент находится персонаж. Основная задумка заключается в том, чтобы игрок не мог точно предугадать поведение зомби и, соответственно, предусмотреть защиту на все случаи жизни. Игрок должен будет постоянно испытывать давление на свою оборону со стороны атакующих врагов и предпринимать все возможные действия для сохранения в начале целостности базы, а впоследствии, возможно, и жизни персонажа. Если помните, в 17-й альфе зомби-жердяя в гавайской рубашке разработчики планируют дать способность с разбегу ударяться в препятствия и тем самым наносить препятствию повышенный урон. Я думаю, что этот тип зомби должен будет чаще других получать в качестве цели различные несущие балки и стены базы. В итоге Орда не будет, как сейчас, послушно бегать за вами по кольям и другим ловушкам, пока вы отстреливаете зомби по одному с высоты второго этажа. Орда постепенно становится настоящим испытанием, во время которой нам придется изрядно попотеть, чтобы сохранить базу, ящики с лутом и крафт-станции в относительной целости и сохранности. Если, конечно, это все будет реализовано, как было описано. Что еще примечательно, Fatal поделился на форуме тем, что недавно он тестировал систему столкновения зомби, идущих в толпе. Со слов Фатала, ему удалось понаблюдать, как зомби, идущие толпой, пытаясь добраться до игрока, толкались, спотыкались и падали. В теории это каким-то образом должно будет помочь большим зомби разрушать стены или что-то вроде того, тут я не совсем понял. Но сама картина того, как зомби толкаются, как бабки на базаре в день распродажи, уже веселит. И еще немного про анимацию зомби. Если вы заметили, сейчас зомби никогда не следят за игроком, поворачивая в его сторону голову. Особенно это заметно, когда игрок находится на возвышенности, а зомби бродят внизу. Взгляд зомби сейчас направлен исключительно вперед и никак иначе. Таким образом, зомби в данный момент напоминают манекенов, которым, чтобы увидеть игрока, следует повернуться в его сторону всем телом. Я задал этот вопрос на форуме, и Fatal ответил мне, что функция поворота головы зомби в разные стороны, в том числе вверх и вниз, уже есть в его списке задач, но в 17-й альфе реализации этого ждать пока не стоит. Немного про поведение бандитов. Бандиты, когда они появятся в игре, и скорее всего это будет не 17-я альфа, а более поздняя версия, возможно первая бета, так вот, бандиты по предварительным данным будут вести себя как бандиты. Неожиданно, не правда ли? Но в чем же будет выражаться их, так сказать, бандитское поведение? Роланд поделился предположением, что бандиты смогут забирать весь лут персонажа после его убийства.
Если это будет работать именно так, то вариант настройки игры, позволяющий при смерти персонажа сохранить содержимое его рюкзака, скорее всего пропадет. И максимально, что можно будет сохранить после смерти, только то, что было на поясе быстрого доступа. Тут у меня сразу возникло несколько вопросов. Первый вопрос: можно ли будет впоследствии найти бандита, который тебя убил и ограбил, или вещи будут теряться навсегда? Ведь было бы круто, если бы после убийства на карте появлялась метка на том месте, где погиб персонаж, и мы могли вернуться на это место в течение ограниченного промежутка времени, отыскать убившего нас бандита и вернуть свои вещи. И только если это не получится по истечении отведенного времени, только тогда вещи пропадали бы навсегда. Также одним из вариантов выхода из стычки с бандитами предполагается возможность договориться с ними, отдав им часть денег или лута на требуемую сумму. И второй вопрос вытекает из первого. Если помните, мы уже видели, как примерно будет работать система диалогов. Если нет, напомню. При активации диалога наш персонаж блокируется до тех пор, пока мы не выйдем из меню диалога, но сам мир в этот момент на паузу не ставится. Хорошо, если диалог происходит на безопасной территории, где ведущим диалог ничего не грозит. Но если это встреча с бандитами, то тут другой случай. Эта встреча, скорее всего, будет происходить на дороге или в другом случайном месте на карте, где могут бродить зомби, волки и другие животные опасности. Сомневаюсь, что мы, увидев бандитов, будем самостоятельно к ним подбегать, заводить разговор, пытаясь предложить взятку. Скорее всего, на определенном расстоянии будет срабатывать скрипт, который будет начинать диалог с бандитом. И пока диалог не закончится, и бандит и персонаж будут заблокированы и подвержены всем опасностям, какие только возможны. Тут, на мой взгляд, есть два варианта решения. Первый — делать обоих собеседников на время диалога неуязвимыми. Второй вариант заключается в том, чтобы добавить кнопку экстренного выхода из диалога и запретить скрипту срабатывать, если в некотором радиусе присутствуют зомби или другие опасности. В любом случае, когда появятся бандиты, играть станет в разы веселее. Жаль, что это не произойдет в 17-й альфе. Кто чем занимается в данный момент? Недавно на форуме Роланд поделился информацией о том, чем в данный момент заняты разработчики. Я думаю, это может понадобиться тем, кто хочет задать вопрос на форуме, и благодаря этой информации он будет знать, к кому обратиться. Итак, Fatal продолжает работать над искусственным интеллектом, насколько удачно, неизвестно. Prime заканчивает работу над квестами. Madmal работает над текстурами, графикой и параллельно следит за выполнением пунктов Кикстартера. Gaz работает над блоками, файлами XML и балансом в игре. Киньяджу работает над генератором ландшафта рандомного мира. Команда дизайнеров уровней продолжает работу над новыми локациями и зданиями. Остальные сотрудники активно работают над модификациями оружия и другими элементами. В данный момент уже идет работа по внедрению нового искусственного интеллекта. И тут, скорее всего, имеются в виду зомби, так как все NPC, за исключением торговцев, скорее всего, не попадут в 17-ю альфу, но это не точно. Теперь о разном. Электричество в том виде, как оно есть сейчас, это только первая версия, и в этой области нас ждет еще много сюрпризов. Единственное, что расстраивает, это отсутствие информации о том, будут ли какие-то изменения в этом плане в 17-й альфе, но время еще есть, потому ждем. Джип 100% появится в 17-й альфе, но кататься на нем можно будет только в одиночку, так как система пассажирских мест, скорее всего, не будет готова к моменту релиза этой 17-й альфы. Гирокоптер, который был показан в одном из выпусков, в 17-ю альфу не попадет. Во-первых, потому что, по мнению разработчиков, для начала будет достаточно и тех 3 новых видов транспорта, которые будут добавлены. А это велосипед, мотоцикл и джип. Не стоит также забывать про полностью переработанный мини-байк. А во-вторых, оптимизация игры еще находится не на том уровне, чтобы обеспечить более-менее комфортный полет на этом чуде авиаторской мысли. Никаких аквалангов, шлюпок и подводных лодок ждать не стоит до тех пор, пока не будет доработана физика воды. После того, как вода будет готова, кроме водного транспорта, разработчики также возьмутся за проработку подводного мира, где впоследствии появится растительность, объекты вроде затонувших кораблей и прочих радостей постапокалиптического мира. В прошлую пятницу Fatal заявил о том, что наконец-то была исправлена система спавна спящих зомби и отслеживания их уничтожения, что может означать как минимум то, что зомби не будут повторно появляться в одном и том же здании по мере его зачистки. Но мы подобное уже вроде слышали, потому на слово не верим, но надеемся, что так оно и есть. Также Fatal сказал, что видел какие-то новые интересные возможности лука. Какие именно не уточнил, это вполне могут быть как модификации, так и новые боеприпасы, да что угодно. И последнее в этом выпуске. Роланд недавно поиграл в 17-ю альфу и решил поделиться своими впечатлениями и наблюдениями, полученными в процессе игры. Итак, день 1, попытка 1. Я проснулся в снежном биоме мира Навизген и сразу начал выполнять стартовый учебный квест, одновременно пробираясь к лесному биому.
Учебный квест почти ничем не отличается от того, что уже есть в 16-й альфе, за исключением того, что задачи теперь разбиты на более мелкие списки, и поэтому они не занимают так много места на экране. Например, если вам нужно собрать спальник, то вы увидите только задачу по сбору ресурсов для этого квеста. Как только вы соберете требуемые ресурсы, задачи по их сбору пропадут с экрана, и только потом появится отдельная задача по созданию спальника. Я встретил несколько блуждающих зомби и сразу обнаружил, что урон от оружия крайне мал. Благодаря тому, что теперь стрелы остаются в телах врагов, мне удалось определить, что на уничтожение обычного зомби ушло целых 9 стрел, которые я всадил ему прямо в голову. Я подумал, что дело пойдет лучше, если дальше я буду орудовать дубинкой, но очень скоро я понял, что намного лучше пока что просто избегать зомби до тех пор, пока я не смогу немного улучшить свое оружие или не найду чего-то получше. Я также обратил внимание на то, что ни одного спящего мне не удалось убить с первого удара, даже подкравшись к ним в стелсе. Еще что заметил, это то, что дубина, лук и каменный топор теперь имеют специальные слоты для модификаций, но в тот первый день мне так и не удалось найти ни одной модификации, чтобы ее использовать. Как только я закончил стартовый квест, игра переключилась на квест по поиску торговца, и тут я внезапно получил консоль с кучей ошибок. По идее, я мог бы просто отменить квест, но я не стал этого делать и решил перезапустить игру в рандомном мире, чтобы проверить, появятся ли подобные ошибки в этот раз. В результате я появился в новом мире достаточно близко к базе торговца. День 1, попытка 2. Как я уже говорил ранее, я решил начать игру заново, чтобы проверить, будет ли квест по поиску торговца снова выдавать те же ошибки, что и в прошлый раз. Для моего второго старта я решил поиграть в рандомном мире. Имя миру я дал Mech Rider Shotgun. Я заново прошел стартовый квест, и квест с поиском торговца опять вызвал кучу ошибок в консоли, потому я решил его отменить и продолжить игру. Как я уже сказал, в этот раз я появился очень близко от торговца. Таким образом, я стал самым первым и самым любимым клиентом этого торговца. Звали его, кстати, Рект. Я не могу точно передать вам, что он сказал, так как это очень нецензурно, но я обнаружил, что варианты реплик диалога теперь отличаются. Мои варианты были такими. Первое. Могу ли я увидеть то, что у вас есть на продажу? Второе. У вас есть для меня работа? Третье. Мне нужна некоторая информация. Четвертое. У меня есть незавершенная работа, которую я хотел бы сдать. И пятое. Неважно. Конечно, я сразу же щелкнул по параметру работа и получил этот список. Первый пункт. Я мог бы попытаться найти дневник Магеллана. Второй пункт. Зачистка территории. Убить 3 зомби-черлидерши. Третий пункт. Зачистка территории. Убить 3 зомби-павших солдата. И четвертый пункт. Неважно. Кто же мог отказаться от того, чтобы просто сходить за каким-то дневником? Я выбрал этот вариант, и у меня опять открылась консоль с кучей ошибок NRE. Мне пришлось отменить этот квест, чтобы продолжить игру. Получается, что квесты еще не полностью готовы. Но там есть другие варианты, и я решил попробовать кликнуть по квесту с убийством черлидерш. И хотя в результате я опять получил консоль полную ошибок, тем не менее торговец Рект сообщил мне, что на моей карте уже отмечена специальной меткой местность, в которую мне стоит направиться, чтобы выполнить задание. Выходит, теперь старые бумажные квесты будут заменены на подобные тем, что был описан выше с генерацией меток на карте. Теперь нам не придется рассчитывать на везение, достаточно будет просто пойти в нужное место и убить нужных зомби. Но это все будет доступно, когда система будет нормально работать. Следующий тест я провел таким образом. Я взял из креатива некоторое снаряжение, добавил себе очков опыта и пропустил время до ночи Орды, чтобы посмотреть, какие есть изменения в том, что происходит в эту ночь. Игра еще не готова для длительной игры, простите за тавтологию, но я хотел бы проверить некоторые вещи и рассказать вам об этом, тем более, что только что была загружена сборка B64. Итак, я дождался 7-го дня и появился в окружении множества зомби. Я не могу вам многого рассказать, и для этого есть определенные причины. Могу сказать только, что на данный момент некоторые вещи работают достаточно хорошо, другие не совсем, но исходя из того, что мне пришлось наблюдать, могу вас заверить, что вам определенно придется менять многие ваши стратегии защиты и нападения. Оружие у меня было очень слабое, потому я просто наблюдал, как зомби разносили на куски мою маленькую базу. В общем, игра еще не готова. Я подожду еще несколько сборок, посмотрю, что изменится, и обязательно вам сообщу о результатах. В конце этого поста Роланд добавил следующее. Не знаю, сборки всегда имеют подобные ошибки вплоть до блокировки контента, а затем вся команда работает над исправлением ошибок. Если блокировка контента будет объявлена к концу этого месяца, имеется в виду май, то экспериментальная версия может появиться уже в конце июня. Тут все зависит от того, как быстро будут завершены те или иные работы и от того, когда вся команда сможет приступить к исправлению ошибок.
Также Роланд добавил, что он был бы крайне удивлен, если бы экспериментальная версия вышла позже августа. Но тут никто не может ничего гарантировать. Ну что же, Роланд, спасибо за этот замечательный обзор. Будем ждать от тебя продолжения истории тестирования 17-й альфы. А на этом данный выпуск подошел к концу. Это были новости по игре 7 Days to Die на канале Survagger. Кстати, ребята, у меня к вам есть одна маленькая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях обзоры новостей, на какие игры вы хотели бы еще видеть на моем канале. Буду благодарен. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.